Привет. Побег из адской тюрьмы Асуры состоялся, но свобода куплена ценой, которую еще предстоит осознать. Во-первых, спасение пришло изнутри, через двойного агента. Таинственная Юйло оказалась плачущей душой, давней союзницей Хань Ли. Обманув надзирателя, она тайно исцелила узников пилюлями небесного инь и использовала бусину золотой молнии, чтобы снять смертельное ограничение с Дунтяня. Во-вторых, свобода длилась ровно до кратера кармического огня. У выхода группу уже ждет могущественный старейшина высшего зенита Гуйму со своей смертоносной марионеткой Сулю. Прорваться сквозь такое оцепление напрямую невозможно, а распад тела Хань Ли не ждет. Пруд очищения души — единственный выход, но путь к нему перекрыт. Иногонец Магуан принимает самое тяжелое решение. Раскрыв истинную силу поздней стадии высшего зенита, он вступает в схватку с Гуйму и заключает отчаянную сделку — 15 минут форы для Хань Ли в обмен на разрыв магического контракта небесного дьявола. Союзник остается биться в огненном кратере, один против непробиваемого стража. 15 минут. Хань Ли бросается в неизвестность. Могуан остается, и никто не знает, чем закончится эта сделка. А теперь слушаем дальше. Глава 741. Потеря контракта. Как только Хань Ли и плачущая душа собирались влететь в проход, Сулю снова обрушился на них и взмахнул топором в воздухе, выпустив плотную стену из топоров. Хань Ли уже собирался поднять свой меч в ответ, когда Сулю внезапно застыл на месте, и все удары топоров тоже прекратились. При ближайшем рассмотрении Хань Ли заметил, что изо рта и ноздрей Сулю вырывались струйки черного дыма, а в его грудной клетке появилось облако черного дыма, из-за чего металлический шар внутри не мог вращаться. «Пойдем, хозяин!» — крикнула плачущая душа, ведя Хань Ли по кармическому огненному коридору. В следующее мгновение огромное количество черных призрачных лиан пронеслось мимо Могуана и опустилось на вход в коридор. Весь склон горы сильно задрожал, и бесчисленные обломки скал посыпались вниз, полностью засыпав вход в кармический огненный коридор. Хань Ли и плачущая душа почувствовали сильную дрожь позади себя, но у них не было времени оглядываться, и они как можно быстрее полетели к другому концу коридора. По мере их продвижения коридор резко сужался, концентрируя окружающий кармический огонь, и поток губительной ци начал просачиваться в духовную сферу плачущей души, отчего Хань Ли почувствовал, будто в его разум вонзаются иглы. Он крепко стиснул зубы, пытаясь подавить беспокойство в своем сознании, но в его сердце нарастало неудержимое чувство ярости, и он чувствовал себя крайне расстроенным. Плачущая душа почувствовала его дискомфорт, и темно-красный свет, исходящий от ее тела, стал еще ярче, когда она помчалась по коридору. Однако чем дальше они продвигались, тем более вязким становился окружающий их кармический огонь, а вредоносная ци, которую он содержал, становилась все более обильной, тем самым еще больше усиливая боль Хань Ли. Чем ближе мы подберемся к зоне очищения душ, тем чище и сильнее будет кармический огонь. Мне нужно сосредоточиться на управлении своей духовной сферой, так что тебе придется позаботиться о себе, мастер. Предупредила плачущая душа. «Я буду в порядке», — ответил Хань Ли слегка охрипшим голосом. В этот момент он уже изо всех сил направлял свою технику очищения духа, но его разум с каждой секундой становился все более туманным, а сердце билось, как барабан. В то же время кровь пульсировала в его венах, и зловещая ци, скрывающаяся в его бессмертных акупунктурных точках, становилась все более беспокойной. В его сознании появились бесчисленные размытые багровые фигуры, которые носились вокруг в неистовстве, словно на поле боя. Он даже почувствовал тошнотворно-сладкий запах крови, и если бы на его месте оказался кто-то менее стойкий духом, он бы, скорее всего, уже сошел с ума. При таком темпе Хань Ли не думал, что сможет продержаться до тех пор, пока они не доберутся до зловещего очищающего пруда. «Мы почти на месте, хозяин, еще немного», — с беспокойством в глазах сказала плачущая душа. В этот самый момент зрение Хань Ли постепенно начало затуманиваться, зрачки приобрели серый цвет, а возмущение вредоносной ци в его бессмертных точках также начало выходить из-под контроля. Если бы его душа не получила столько повреждений от адской души жука раньше, то, возможно, он смог бы выстоять благодаря своему огромному божественному чувству и технике очищения духа, но теперь он действительно был на грани, и как только его сознание угаснет, он больше не сможет использовать свою технику очищения духа. Если бы его пагубное разложение вернулось, когда он был бы в таком уязвимом состоянии, то он был бы действительно обречен.
В этот самый момент перед лбом Хань Ли внезапно вспыхнул темно-красный огонек, и он обнаружил, что эта плачущая душа прижимает к колбу красную бусину размером с лонган. Бусина имела гладкую поверхность, которая излучала теплое свечение, а внутри нее был крошечный проекционный образ зверя, напоминавший истинную форму плачущего зверя души. Волны мягкой душевной силы проникали в разум Хань Ли вместе с теплым светом, исходящим от бусины, успокаивая его божественное чувство и прогоняя все сражающиеся алые фигуры. Когда сознание Хань Ли вернулось в стабильное состояние, он смог предотвратить проникновение вредоносной ци с помощью своей техники очищения духа. Когда зрение вернулось к нему, он заметил, что плачущая душа немного побледнела, и на его лице сразу же появилось обеспокоенное выражение, когда он спросил: «Ты в порядке?» «Я в порядке. Эта бусина содержит мою душу, но я буду в порядке, как только она вернется в мое тело», — ответила плачущая душа, покачав головой. Хань Ли на мгновение замолчал, а затем сосредоточился на укреплении своего божественного чувства. Проход кармического огня был не очень длинным, всего около 3000 метров, а отверстие на другой стороне было высотой в несколько сотен метров и напоминало пещеру. Внутри не было никаких ограничений, и Хань Ли с плачущей душой вылетели из дыры и оказались у огромного подземного озера кармического огня. Они вдвоем поднялись в воздух, чтобы парить над озером и осматривать окрестности. Они обнаружили, что потолок наверху был угольно-черный и усеянный сверкающими черными сталактитами, а вокруг кармического огненного озера стояло множество гигантских каменных колонн, тянувшихся до самого потолка. Еще дальше, на берегу озера, виднелась череда насыпей, от которых расходилось около сотни тропинок, ведущих к окружающим горам. В скалах виднелась череда гладких и ровных пещер, напоминавших гигантский подземный дворец. К удивлению Хань Ли, здесь не было сил адского племени, которые могли бы устроить им засаду. Похоже, Гуйму не предупредил очищающую душу область о нашем прибытии. Заметил Хань Ли. Кармический огненный проход уже разрушен, так что даже без предупреждения от Гуйму старейшина Инсюй не будет далеко. Сказала плачущая душа, нахмурив брови. В этот самый момент из одной из пещер на склоне горы неподалеку донесся приглушенный разговор, и Хань Ли с плачущей душой тут же спустились на ближайшую насыпь. Оттуда они спрятались в другой пещере, а затем скрыли свою ауру, наблюдая за происходящим снаружи. Пара детей из адского племени выплыла из дыры и оказалась на берегу кармического огненного озера. На обоих были одинаковые черные мантии, и внешне они тоже были очень похожи. Казалось, что это близнецы. Брат Лиан, старейшина, возможно, сказал нам, что сегодня в городе происходит что-то важное, так что мы можем взять выходной и не заниматься культивацией, но нам уже 10 лет, и через 2 года мы достигнем совершеннолетия. Если мы не будем усердно заниматься культивацией, то не сможем пройти последние испытания. Сказал один из детей. У меня на барабанных перепонках появятся мозоли, если я услышу, как ты говоришь это еще раз, брат Инь. Не волнуйся так сильно, я не позволю Инчангу превзойти меня. Беспечно ответил другой ребенок. По сравнению со взрослыми адскими существами, у этих двух детей были гораздо более выразительные лица, поэтому они не казались такими холодными и пугающими. Пока они разговаривали, то сели, скрестив ноги, у озера кармического огня, затем каждый из них сложил странную печать, после чего из их тел начал исходить яркий черный свет, а из озера к ним потекли потоки чистой вредоносной ци. Когда они дышали, из их ноздрей постоянно вырывались 2 черных потока ци, что выглядело довольно необычно. Этим двоим всего по 10 лет, но они уже близки к стадии формирования ядра и могут спокойно практиковаться в непосредственной близости от кармического огня. Адские существа поистине ужасны. Тихо заметил Хань Ли. Адские существа обладают гораздо более высокой устойчивостью к кармическому огню, чем существа из других племен, и все они обладают невероятными способностями к развитию. Что касается способностей, то эти двое детей на самом деле лишь немного отстают от среднего уровня. Сказала плачущая душа. Хань Ли нырнул обратно в пещеру, прежде чем пройти в нее вместе с плачущей душой, затем взмахнул рукавом, чтобы создать дверь из серебристого света. В этот момент Ши Чуанькун и остальные медитировали на первом этаже бамбукового павильона, и все они вскочили на ноги при появлении Хань Ли, за исключением бессмертного владыки горящего пламени, который был скован цепью из серебряного света. Его тело слегка дрожало, но он не мог издать ни звука, потому что его губы были запечатаны фиолетовым талисманом. Чиронг с обеспокоенным выражением лица прислонился к стене рядом с ним и повернулся, чтобы посмотреть на Хань Ли со сложным выражением лица. «Что случилось с товарищем Даасом горящим пламенем?» — спросил Хань Ли. Он сошел с ума из-за вредоносного загрязнения ци и внезапно начал буйствовать, поэтому нам пришлось сдерживать его силой. Объяснил Бай Ли Янь. При таких темпах не пройдет и года, как его основа Даа будет полностью разрушена, и он превратится в серого бессмертного. Размышлял Ли Стри, слегка нахмурив брови, и Хань Ли замолчал, услышав это.
Как только все вышли из области цветущей ветви, они сразу же принялись отводить кармический огонь и губительную ци, а также поспешно прятаться. Прямо сейчас мы должны быть в зоне очищения души, которая является самой особенной из всех основных зон города Асура. Даже плачущая душа не часто бывала здесь, и эта зона также полностью отсутствует на нашей карте. «У кого-нибудь есть предложение, как нам найти зловещий очищающий пруд?» — спросил Хань Ли. «Разве мы не можем просто схватить этих двух детей и провести поиск души?» — спросил Ши Чуанькун. «В прошлый раз мы предупредили Иньгуа о своем присутствии, просто убив марионетку. Кто знает, есть ли какие-то особые ограничения для этих детей? Мы не можем позволить себе рисковать», — сказал Байли Янь, покачав головой. Хань Ли уже собирался что-то сказать, когда выражение его лица внезапно резко изменилось, и он, казалось, был ошеломлен. «Вы в порядке, господин?» — поспешно спросила плачущая душа с обеспокоенным выражением лица, думая, что у него снова началось губительное разложение, и все остальные тоже выглядели довольно обеспокоенными. «Кстати, где товарищ Дао Смо Гуан?» — спросил Ши Чуанькун. «Только что моя духовная связь с Мо Гуаном была полностью разорвана. Я пытался связаться с ним, но больше не могу даже почувствовать его», — ответил Хань Ли, покачав головой. Услышав это, Ши Чуанькун ошеломленно посмотрел на него. «Может ли быть так, что собрат Дао Смо Гуан уже скончался?» — с недоверием спросил Ли Стри. «Он сказал, что продержится против Гуйму 15 минут ради меня. Независимо от того, выжил он или умер, он выполнил свое обещание». Двусмысленно ответил Хань Ли, и все замолчали, услышав это. Глава 742. Объединение против врага. Гуйму уже знает, что мы сбежали, и теперь, когда я потерял связь с Дасом Могуаном, я уверен, что Гуйму скоро нас догонит. Нам нужно как можно скорее добраться до пруда очищения», — сказал Хань Ли. «В таком случае нам не нужно беспокоиться о том, что нас раскроют, так что лучше всего будет обыскать души этих двух адских детей. Я пойду прямо сейчас», — сказал Ши Чуанькун и внезапно исчез. Хань Ли и остальные поспешили ко входу в пещеру, прежде чем обратить внимание на берег кармического огненного озера. Двое детей все еще занимались самосовершенствованием с закрытыми глазами, совершенно не подозревая о надвигающейся угрозе позади них. В следующее мгновение Ши Чуанькун без предупреждения появился у них за спинами и схватил их за шеи. Хань Ли наблюдал издалека, как плачущая душа внезапно выскочила из пещеры, мгновенно оказавшись позади Ши Чуанькуна, подняла руку, и на ее ладони вспыхнул ярко-красный свет, когда она рубанула по его шее. Все были очень встревожены, увидев это, но прежде чем они успели что-то сделать, Ши Чуанькун полетел вперед, тяжело упал на землю и врезался в склон горы вдалеке. Только тогда Хань Ли и остальные заметили, что к его спине прилипла серая тень, которая и была целью атаки плачущей души. Ши Чуанькун среагировал очень быстро, и из его тела вырвался поток огромной пространственной силы, разлетевшейся во все стороны. Серая тень, цеплявшаяся за его спину, взлетела, как воздушный змей, но быстро опустилась обратно и снова прижалась к нему. На лице плачущей души появилось мрачное выражение, когда она взмахнула рукавом, выпустив ярко-красную цепь, которая метнулась к Ши Чуанькуну, словно проворная духовная змея. Серая тень, казалось, с опаской относилась к красной цепи и добровольно отделилась от Ши Чуанькуна, прежде чем уплыть в сторону. Двое адских детей были несколько озадачены таким поворотом событий, но сохраняли спокойствие и самообладание, поспешив спрятаться за серой тенью. Серая тень постепенно превратилась в адское существо с крючковатым носом и смертельно бледной кожей. Оно пронзительно закричало: «Ты Ло!» «Что это значит?» «Я не обязана ничего тебе объяснять, Инься!» Холодно ответила плачущая душа. В то же время она общалась с Хань Ли и остальными по голосовой связи. Этот человек овладел законами теневой иллюзии и находится на вершине высшего зенита. Его способности к законам дают ему исключительные возможности к сокрытию, так что будьте начеку. Мы не можем позволить себе задерживаться здесь. Все, атакуйте немедленно и постарайтесь закончить это сражение как можно быстрее», — сказал Хань Ли, слегка нахмурив брови. На лице плачущей души появилось холодное выражение, и она выпустила из рукавов около дюжины ярко-красных цепей, которые приплелись в воздухе и направились к Инься. На лице Инься появилась холодная усмешка, и вместо того, чтобы отступить, он направился прямо к цепям. В тот момент, когда все цепи вонзились в его тело, он начал колыхаться, как поверхность взволнованного озера, и цепи беспрепятственно прошли сквозь него, прежде чем вонзиться в землю под хор громких лязгающих звуков. Пройдя сквозь цепи, Инься с поразительной скоростью бросился вперед, ударив рукой по голове плачущей души, и на его ладони появился крошечный вихрь серого света, испускавший огромную всасывающую силу.
При виде этого в глазах плачущей души мелькнула паника, и она попыталась снять цепи, но обнаружила, что они не поддаются, словно прибиты к земле. В тот момент, когда серая ладонь уже была готова размозжить ей голову, на ее лице внезапно появилась хитрая ухмылка, и она провела пальцем по своей глобели, на которой появилась темно-красная рана. Затем кожа и плоть над раной разошлись в стороны, обнажив темно-красный демонический глаз. Выражение лица Инсяо резко изменилось при виде этого демонического глаза, и он тут же начал отступать, но из демонического глаза плачущей души вырвался темно-красный свет и осветил его лицо. В этот момент его словно ударило молнией, и он начал неуверенно раскачиваться из стороны в сторону, словно не мог удержать равновесие. В то же время Хань Ли внезапно появился позади него, и золотые молнии яростно сверкнули над его лазурным мечом бамбуковых облаков, пронзив его прямо в затылок Инсяо. Однако в этот самый момент Инсяо, казалось, внезапно обрел контроль над своим телом и пригнулся в сторону, едва вернувшись от меча Хань Ли, после чего на его затылке появилось второе идентичное лицо. «Я знал, что вас больше двух». Усмехнулся он, и его тело внезапно разделилось на две части, одна из которых бросилась прямо на Хань Ли, держа в руках черный кинжал, нацеленный прямо в горло Хань Ли. Хань Ли, казалось, уже предвидел это, и его колесо истины вылетело из его тела, вспыхнув золотым светом, а затем начало быстро вращаться, испуская серию золотых волн. Как только рука Инсяо погрузилась в золотую рябь, она мгновенно значительно замедлилась, и Хань Ли даже не стал уклоняться. Одной рукой он схватил Инсяо за горло, а другой вонзил меч прямо в голову Инсяо. Однако в тот момент, когда кончик его меча вонзился в голову Инсяо, Хань Ли почувствовал, что что-то не так, и поспешно убрал руку, одновременно пригибаясь. Однако сразу после этого он почувствовал острую боль в нижней части живота и обнаружил, что из нижней части живота Инсяо появился еще один Инсяо, который держал в руках черный кинжал, вонзившийся в тело Хань Ли прямо над дантянем. Зловещая ухмылка появилась на лице Инсяо, когда он резко взмахнул кинжалом вверх, и лезвие, образованное мощным потоком губительной ци, рассекло Хань Ли надвое, и его внутренности и кровь хлынули на землю. Инсяо убрал кинжал и с радостным выражением лица провел языком по лезвию, но в следующее мгновение неподалеку раздался голос Хань Ли. «Ты готов, товарищ Дао Ши?» — спросил Хань Ли. «Да», — ответил Ши Чуанькун. Услышав это, Хань Ли мгновенно рассеял свою способность домен закона, и Инсяо почувствовал, как на мгновение у него помутилось в глазах. Очнувшись, он обнаружил, что Хань Ли нигде не видно, а двое адских детей тоже находятся в лапах Лиса-3 и уже потеряли сознание. Увидев это, Инсяо встревоженно посмотрел на Лиса-3 и уже собирался броситься на него, но внезапно обнаружил, что пространство вокруг его тела слегка искривляется, как будто его сжимает какая-то пространственная сила, из-за чего он не может двигаться или превращать свое тело в нематериальную форму. Неподалеку от него Ши Чуанькун, крепко держась за струны серебряной лютни, делал странные движения руками. Его лицо побледнело, из кончиков пальцев сочилась кровь, но он продолжал держаться изо всех сил. «Поторопись, брат Даосли. Я долго не продержусь», — крикнул Ши Чуанькун. Как только его голос затих, из меча вырвался луч света и пронзил грудь Инсяо в тот же миг, когда он освободился от пространственного ограничения Ши Чуанькуна. В то же время сверху обрушилась когтистая лапа черного дракона и сомкнулась вокруг головы Инсяо, готовясь раздавить и его голову, и душу одновременно. «Подожди секунду», — поспешно крикнул Хань Ли и в то же время призвал несколько мечей, которые сверкали божественными молниями и вонзались в различные важные точки на теле Инсяо. Охваченный божественной дьявольской молнией, Инсяо взвыл от боли, а Ши Чуанькун облегченно вздохнул. Ранее плачущая душа сотрясла душу Инсяо своей силой, и Хань Ли воспользовался возможностью высвободить свою способность домена закона, давшей Чуанькуну достаточно времени, чтобы использовать свою серебряную лютню. Так им удалось так быстро починить Инсяо. Однако Ши Чуанькун еще не оправился от ранений, поэтому он сильно пострадал от последствий принудительного высвобождения силы своей серебряной лютни. Даже после того, как Инсяо был обезврежен, Байли Янь все еще был начеку, крепко сжимая когтями голову Инсяо. Хань Ли уже собирался подойти к Инсяо, когда плачущая душа сказала: «Учитель, ты и так слишком перенапрягся в кармическом огненном коридоре, так что отдохни пока и оставь поиски души мне». «Хорошо». Кивнул Хань Ли, и плачущая душа шагнула вперед, постучав пальцем по своей глобели, на которой снова появился темно-красный демонический глаз. Из демонического глаза вырвался поток темно-красного света, который обрушился на Инсяо и двух адских детей, и Хань Ли был весьма удивлен, увидев это. Даже с его огромным божественным чувством он определенно не смог бы заглянуть в души 3 человек одновременно. Внезапно двое адских детей открыли глаза, затем неуверенно сели, и их глаза были совершенно тусклыми и безжизненными, что делало их похожими на кукол. Что касается Инсяо, то он рефлекторно сопротивлялся какое-то время, после чего свет в его глазах тоже начал меркнуть.
Через несколько мгновений красный свет, исходивший из демонического глаза плачущей души, погас, и дети снова потеряли сознание. «Ты что-нибудь выяснила?» — спросил Ханли. Смертоносный очистительный пруд — священное место адского племени, и этим двум детям еще предстоит пройти крещение кармическим огнем, так что они еще не настоящие адские существа. Следовательно, они никогда не были в смертоносном очистительном пруду. Что касается Инсяа, то его божественное чувство довольно сильно, и даже в своем нынешнем состоянии он все еще способен противостоять моей технике поиска души, но мне удалось составить примерное представление о расположении зоны очищения души. Ответила плачущая душа. Этого должно быть достаточно. Кивнул Ханли. В таком случае он нам больше не нужен, верно? Спросил Байли Янь, прежде чем кто-либо успел ответить, одним мощным движением сомкнул драконьи когти, раздавив голову Инсяа. «Нет», — воскликнула плачущая душа, но было уже слишком поздно. Байли Янь повернулся к ней с озадаченным выражением лица, как и Ханли, и понял, что, хотя плачущая душа и была готова помочь ему, это не означало, что она была готова по-настоящему предать адского монарха. В конце концов, она получила огромную пользу от его заботы и не хотела отплачивать ему неблагодарностью. Глава 743. Преследование по горячим следам. Друг Даос Байли, пожалуйста, воздержись от убийства адских созданий, если в этом нет крайней необходимости. Вздохнул Ханли. Я понимаю. Приношу свои извинения, сестра-даосистка плачущая душа. Сказал Байли Янь, сложив ладони в извиняющемся жесте в сторону плачущей души, в ответ на что она лишь молча кивнула. «Что нам делать с этими двумя?» — спросил Лис-3, поднимая с земли двух адских детей без сознания. Плачущая душа уже собиралась ответить, когда Ханли сказал: «Я пока оставлю их в своем хранилище». Тот факт, что для их защиты был назначен старейшина высшей ступени высшего зенита, говорит о том, что они необычные дети, так что, возможно, в какой-то момент мы сможем использовать их в качестве рычага. Он взмахнул рукавом, создавая дверь из серебристого света, и Лис-3 забросил двух детей в бамбуковое здание. Однако, прежде чем Ханли успел закрыть домен «Цветочная ветвь», выражение его лица резко изменилось, и он взволнованно заявил: «Гуйму идет». Он тут же закрыл дверь из серебристого света, и плачущая душа повела всех вглубь пещеры, в которой они раньше прятались. По мере продвижения по пещере местность постепенно поднималась, и в конце пути они оказались на перекрестке. Плачущая душа на мгновение остановилась, чтобы выбрать правильный путь, а затем повела всех по левому перекрестку. Не прошло и нескольких секунд после их ухода, как из другой пещеры на берегу кармического огненного озера вырвалось облако густой зловещей ци. Оно остановилось на насыпи, а затем собралось в фигуру, которая оказалась никем иным, как Гуйму. Ни одно существо, не являющееся адским существом, не могло войти в зону очищения душ без разрешения, поэтому ему пришлось оставить марионеток и адских слуг, прежде чем войти в зону очищения душ в сопровождении только пушистого белого зверя. Как только он добрался до набережной, то увидел обезглавленного Инсяа, и на его лице мгновенно появилось выражение ошеломленной ярости. Из его тела во все стороны вырвалась мощная аура, заставив кармическое огненное озеро яростно забурлить, а толстые огненные столбы поднялись до самой крыши. Как они посмели? Они убили Инсяа и похитили наших церемониальных детей. Я собираюсь раздавить их и использовать их тело для удобрения моих призрачных лиан. Найдите их, процедил сквозь зубы Гуйму, сбрасывая с плеча пушистого белого зверя. В приступе ярости он был довольно силен, и мохнатое белое существо скорчилось от боли, упав на землю, но его глаза были полны страха, и оно даже не осмеливалось издать ни звука, а лишь робко обнюхивало землю. Внезапно его глаза загорелись, из них вырвалась белая вспышка, которая быстро распространилась во всех направлениях, и вскоре после этого он начал возбужденно кричать, указывая двумя передними лапами прямо на пещеру, в которую убежала группа Ханли. «Молодец», — похвалил Гуйму с довольной улыбкой, после чего на его лице появилось сочувственное выражение, и он осторожно погладил мех маленького зверька, словно чувствуя себя виноватым за то, что так грубо с ним обошелся. После этого он прыгнул вперед и превратился в облако черного тумана, которое хлынуло в коридор. Хань Ли и остальные мчались вперед под руководством плачущей души, поворачивая то влево, то вправо. Подземные туннели в зоне очищения души были чрезвычайно сложными, с бесчисленными ответвлениями, а рельеф местности был совершенно хаотичным и беспорядочным. После того, как они свернули за угол и промчались вниз по склону несколько тысяч футов, перед группой внезапно возникла горная стена. «Что происходит? Почему мы зашли в тупик?» — поспешно спросил Ши Чуанькун с обеспокоенным выражением лица. «Не обманывайтесь, это всего лишь фальшивая стена», — объяснила плачущая душа, а затем без промедления врезалась прямо в гору впереди. Как только она врезалась в скалу, та сразу же сдвинулась на несколько футов назад, открыв проход шириной около метра, и все поспешно бросились в него.
За стеной горы находился просторный подземный зал, и они едва успели войти в него, как услышали громкий крик. Вот они, старейшина Инфу. Сразу после этого Хань Ли и остальные столкнулись с группой культиваторов из адского племени во главе со старейшиной, достигшим пика высшего зенита. Мы не можем позволить, чтобы нас застукали здесь, когда Гуйму преследует нас по пятам. Хань Ли закричал, затем метнулся прямо к отверстию на другой стороне зала, за ним последовали все остальные. Культиваторы адского племени немедленно бросились в погоню, но в этот момент на лице Байлияня появилась хитрая ухмылка, и он небрежно бросил что-то позади себя. Это была коллекция черных шаров, и как только они приземлились на землю, они сразу же начали светиться черным светом. Сразу после этого раздалась череда оглушительных взрывов, когда из черных шаров вырвались огромные языки черного пламени, образовав бушующее море огня, которое распространилось во всех направлениях. В этот момент Хань Ли и остальные были уже очень далеко, но их все равно задели мощные ударные волны от взрыва, вызвав у них тупую боль в груди и тошноту. Преследующим их адским существам, естественно, пришлось еще хуже. У них даже не было возможности использовать кармическую огненную смертоносную молнию, но теперь она была применена против них в довольно ироничной форме. В подземном зале постоянно раздавались раскаты грома, а ударная волна от взрыва сохранялась в течение длительного времени. Хань Ли и остальные только что вылетели из зала, как из коридора слева вылетела еще одна фигура. Это был худощавый мужчина в черной мантии, который, судя по всему, был довольно пожилым и походил на старого песца. Было невероятно, что кто-то настолько непримечательный внешне мог быть культиватором зенита небес средней ступени, но на самом деле это был никто иной, как Инсюй, культиватор зенита небес, находившийся в зоне очищения души. В этот момент он тоже был один, паря в воздухе, и его глаза горели яростью, когда он смотрел вниз на адских существ, которых только что уничтожила вспышка кармического огня и смертоносной молнии. В этот момент Гуйму вылетел из туннеля, из которого только что вышли Хань Ли и остальные, и поспешно спросил: «Вам удалось их перехватить, старейшина Инсюй?» «Нет, я опоздал». Холодно хмыкнул Инсюй с мрачным выражением лица. Гуйму знал, что это он виноват в том, что позволил Хань Ли и остальным сбежать из зоны сотни сокровищ, поэтому он чувствовал себя не вправе делать выговор Инсюю. «Я не успел сказать тебе об этом раньше, но эти люди убили Инсяя у кармического огненного озера, а также похитили 2 церемониальных детей», — сказал Гуйму. «Что? Насколько же вы с Иньгуа некомпетентны? Как вы позволили ему идти с церемониальными детьми?» — воскликнул Инсюй, и его лицо помрачнело еще сильнее. Старейшина Иньгуа изначально уже захватил их в плен, и только благодаря внезапному предательству Юло они смогли сбежать из адской тюрьмы. Объяснил Гуйму. Юло предала нас? Как все это произошло одновременно? «Где сейчас Иньгуа?» — спросил Инсюй. Старейшина Иньгуа в настоящее время отдыхает в уединении, чтобы восстановиться после напряжения, вызванного проявлением нескольких адских жуков-душ, но я уже отправил кого-то, чтобы сообщить ему о ситуации, так что я уверен, что он тоже скоро будет здесь. Ответил Гуйму. Он все еще в настроении отдыхать в уединении. Прямо сейчас мы находимся на важном этапе конференции 3 регионов. Если монарх региона узнает о церемониальных детях, у всех нас будут большие проблемы, проворчал Инсюй. Мы ни в коем случае не можем доложить об этом деле региональному монарху, старейшина Инсюй. Вам и старейшине Иньгуа, возможно, сойдет с рук лишь физическое наказание, но у меня вырвут органы и превратят в марионетку, поспешно взмолился Гуйму испуганным голосом. Давайте поймаем их, пока никто не узнал, сказал Инсюй, нахмурив брови. Спасибо, старейшина Инсюй. С благодарностью ответил Гуйму, и они вдвоем умчались прочь, словно 2 вспышки света, мгновенно исчезнув с места событий. Тем временем плачущая душа вела всех к широкому туннелю, который спускался вниз, когда Хань Ли внезапно оглянулся назад с встревоженным выражением лица. Все позади них погрузилось в полную темноту, а части туннеля, через которые они только что прошли, полностью исчезли. Он немедленно активировал свои адские дьявольские глаза и обнаружил, что к ним катится огромная черная тень, заполняя собой весь туннель. Все, что находилось в тени, погрузилось в полную темноту, и плачущая душа встревоженно воскликнула: «Это плохо. Старейшина Инсюй тоже идет за нами». Словно в ответ на ее голос, черная тень мгновенно ускорилась вдвое, и вскоре она их догонит. Хань Ли почувствовал ужасающую ауру, исходящую от черной тени, и понял, что с этим им точно не справиться. Он стиснул зубы, направляя свою способность обратного колеса истины, чтобы продвинуться вперед с невероятной скоростью. В то же время из его рукавов вырвались 2 потока лазурного света, подхватив всех и увлекая за собой. Через несколько мгновений группа Хань Ли влетела в другой туннель, и еще до того, как приземлиться, Хань Ли огляделся и обнаружил, что оказался в огромной подземной пещере.
Пещера была более 100 тысяч футов в ширину, а местность была очень ровной. Поблизости была большая белая площадь, а за площадью — скопление странных на вид дворцов с куполообразными потолками. За скоплением дворцов виднелся барьер из красного света с мерцающими на нем черными рунами, образующими запечатывающую матрицу. «Что это за место и почему оно было запечатано?» — спросил Хань Ли. «Это место, которое я видела в воспоминаниях Инсяа. Все, что мне удалось узнать, это то, что это чрезвычайно важное место, к которому очень серьезно относится даже региональный монарх. Обычно вход туда строго запрещен, а сражения поблизости запрещены», — ответила плачущая душа. Глава 744. Вторжение в запретную зону. Внезапно на лице Хань Ли появилось встревоженное выражение, и он воскликнул: «Ин Сюй и Гуй Му снова нас догоняют. Мы не можем вечно убегать», — процедил Бай Ли Янь сквозь стиснутые зубы. «В какой-то момент нам придется развернуться и сразиться с ними. В моем нынешнем состоянии я могу использовать свои пространственные силы только один раз, чтобы телепортировать нас на некоторое расстояние от этих двоих, но это не даст нам много времени». Вздохнул Ши Чуанькун. «Похоже, нам придется дать здесь последний бой, но я не слишком оптимистично оцениваю наши шансы», — мрачно сказал Ли Стри. «Не спеши прибегать к крайностям. Региональный монарх запретил сражение поблизости, так что это должно быть важное место, которое не должно быть повреждено. В таком случае, почему бы нам пока не пойти и не спрятаться во дворце?» — предложил Хань Ли. «Это может сработать», — ответила плачущая душа, и ее глаза загорелись. Больше никто не возражал, и группа быстро направилась во дворец. Сквозь световой барьер они увидели, что ворота дворца плотно закрыты, а на них вырезаны два огромных барельефа. Рельеф слева был усеян белыми костями разных размеров и черепами всевозможных форм, и они тянулись от нижней части ворот до середины, а в верхней части ворот было выгравировано большое кресло из костей. На кресле восседало адское существо мужского пола, держащее в руках гигантскую косу с распростертыми руками и снисходительной улыбкой на лице. Справа от ворот было полно устрашающе выглядящих зверей, которые рвали друг друга на части в ужасной кровавой бойне. Безжизненные тела всевозможных устрашающих зверей также громоздились до самой вершины ворот, которые занимал гигантский зверь, странно скрючившийся. Вокруг него клубился густой дым, а на голове у существа был огромный рог, а его пещерообразный рот был широко раскрыт, словно он собирался поглотить всех окружающих зверей. Это ограничение выглядит довольно сложным, так что, вероятно, потребуется много времени, чтобы его разгадать. Заметил Ши Чуанькун, нахмурив брови и рассматривая выгравированный на земле узор. «У нас нет времени», — сказал Хань Ли с мрачным выражением лица, после чего в его руке вспыхнул темно-красный свет, и он обнажил длинную черную саблю. Взгляд Ли Сатри упал на черную саблю, и на его лице появилось изумление при виде двух лисьих голов, выгравированных на гарде сабли. Однако ситуация была слишком серьезной, чтобы Хань Ли мог оценить его реакцию, и в тот момент он был сосредоточен на общении с Ши Цинхоу. «Друг Даоши, сейчас мы находимся в тяжелом положении, и мне нужна твоя помощь, чтобы снять это ограничение. Пожалуйста, окажи мне содействие. У меня такое чувство, что с тем, что здесь запечатано, шутки плохи». «Ты действительно принял решение?» — спросил Ши Цинхоу. «Если мы ничего не предпримем, нас все равно убьют наши преследователи. Время на исходе, поэтому, пожалуйста, одолжи мне свою силу, брат Даоши». Без колебаний ответил Хань Ли. «Хорошо, в таком случае я не буду тебя отговаривать. Просто со всей силы атакуй ограничение саблей, а остальное предоставь мне», — сказал Ши Цинхоу. «Благодарю вас», — ответил Хань Ли, затем схватил рукоять сабли обеими руками и высоко поднял ее. Оттуда он бросил взгляд на световой барьер перед собой, и его аура начала быстро расширяться. Ши Чуанькун и остальные инстинктивно сделали несколько шагов назад, чтобы увеличить расстояние между собой и Хань Ли, в то время как недоумение в глазах Ли Сатри стало еще более заметным. Внезапно в глазах двух лисьих голов на сабле вспыхнул багровый свет, а над лезвием появились темно-красные лучи, придавшие ему особенно необычный вид. По мере того, как аура Хань Ли продолжала усиливаться, от его тела во всех направлениях начали расходиться ударные волны, видимые даже невооруженным глазом, заставляя все подземное пространство непрерывно дрожать. В этот самый момент Ин Сюй и Гуй Му ворвались в туннель, окутанный облаком черного тумана, и Ин Сюй встревоженно воскликнул: «Они пытаются разрушить барьер в запретной зоне. Даже если они объединят свои силы, они вряд ли смогут в ближайшее время разрушить глубокий адский алый массив». Как только голос Гуй Му затих, по туннелю впереди прокатилась волна сильной дрожи. «Черт!» — воскликнул Ин Сюй, когда облако черного тумана значительно ускорилось и в мгновение ока достигло входа в подземную пещеру.
Инсюй и Гуйму как раз вовремя увидели, как Хань Ли шагнул вперед и обрушил черную саблю на световой барьер. Раздался оглушительный грохот, когда темно-красный свет на сабле значительно усилился, сформировав гигантскую малиновую проекцию сабли длиной более 1000 футов, которая обрушилась на световой барьер. Казалось, что на проекции сабли сидит двухголовая белая лиса, которая со зловещей ухмылкой повернулась к Инсюю и Гуйму. В следующее мгновение раздался оглушительный раскат грома, и из проекции сабли вырвались бесчисленные темно-красные молнии, образуя крайне неровный молниевый экран. Темно-красные молнии хлестали во все стороны, как кнуты, но ударная волна от столкновения проекции сабли и светового барьера образовала похожий на зонтик барьера из молний, который защитил группу Хань Ли. «Ты сделал это!» — восторженно воскликнул Ши Чуанькун, пристально глядя на точку на световом барьере, в которую попала проекция сабли. И действительно, на световом барьере появилась длинная трещина длиной около 30 метров, и Лис-3 поспешно сказал: «Нам нужно торопиться». После того, как Хань Ли нанес этот удар саблей, он израсходовал почти всю бессмертную духовную силу в своем теле и почувствовал себя полностью опустошенным. Бай Ли Янь и плачущая душа немедленно выступили вперед, чтобы поддержать его, один справа, другой слева, и вместе они влетели в световой барьер. Увидев это, Инсюй и Гуйму заметно помрачнели. Они вдвоем полетели к разрыву в световом барьере, но их остановил барьер из молний, и они могли лишь беспомощно наблюдать, как группа Хань Ли открыла ворота и вошла во дворец. К тому времени, как барьер из молнии исчез, отверстие в световом барьере тоже закрылось. В следующее мгновение издалека вспыхнули две полосы света, которые затем погасли, показав Гуйму и Инсюй. Невозможно. Как они преодолели ограничения? Что это была за сабля, которой он воспользовался, воскликнул Гуйму с недоверием на лице. Сейчас не время думать об этом. «Мы должны преследовать их», — ответил Инсюй с яростным выражением лица, взмахнув рукавом и выпустив черный значок, на поверхности которого была выгравирована зловещая призрачная голова, испускающая лучи черного света. Инсюй быстро сложил несколько ручных печатей, и черный значок мгновенно начал ярко светиться, а выгравированная на его поверхности призрачная голова задвигалась, словно ожила. Гуйму тоже поспешно сосредоточил свои усилия на помощи Инсюя, и свет, исходящий от значка, становился все ярче и ярче, а призрачная голова на его поверхности увеличилась примерно в 2 раза. В то же время в его глазах появились 2 ярких белых огонька, придавшие ему устрашающий вид. Внезапно из глаз призрачной головы в черный световой барьер ударили 2 луча серого света, и на его поверхности мгновенно появилась рана длиной около 3 метров, которая медленно расширялась. Несмотря на то, что Инсюй и Гуйму выкладывались изо всех сил, трещина в барьере из черного света расширялась не очень быстро, и только спустя почти 20 секунд она расширилась настолько, что они вдвоем едва смогли протиснуться внутрь. Инсюй убрал черный значок и полетел к проему в световом барьере, а Гуйму следовал за ним по пятам. Когда они вошли во дворец, то обнаружили, что Хань Ли и остальных нигде не было видно. Очевидно, они уже убежали вглубь дворца. Гуйму и Инсюй переглянулись, прежде чем отправиться в погоню, но при этом оба изо всех сил подавляли колебания своей ауры, словно боясь кого-то спугнуть. «Это становится слишком сложным для нас, Инсюй. Должны ли мы сообщить об этом деле региональному монарху?» — нерешительно спросил Гуйму. Услышав это, Инсюй резко изменился в лице и поспешно ответил низким голосом: «Мы не можем этого сделать. Разве ты не знаешь, какой у него характер? Если он узнает, что мы впустили группу чужаков на закрытую территорию, нам конец. Ты забыл, что случилось со старейшиной Инхао много лет назад? Но если мы не сообщим об этом, а эти люди устроят беспорядки внутри, то наше наказание будет еще более суровым. Если это случится, мы будем жалеть, что не умерли», — сказал Гуйму, беспокойно вздрогнув. «Все будет хорошо. Массив в запретной зоне чрезвычайно мощный, и даже мы с тобой не сможем его разрушить. На первый взгляд кажется, что они поступили разумно, сбежав в это место, но на самом деле они загнали себя в угол. Все, что нам нужно сделать, это поймать их и убедиться, что об этом никто не узнает», — заверил Инсюй с насмешливой ухмылкой. «Хорошо». После короткого колебания ответил Гуйму. Пока они разговаривали друг с другом, они уже прошли через Дворцовую площадь. За площадью располагались 7 или 8 небольших дворцов, между которыми было около дюжины небольших дорожек, ведущих вглубь территории. Внутри дворца было очень тусклое освещение, так что видимость ограничивалась расстоянием в 1000 футов, а также присутствовала постоянно действующая ограничивающая сила, которая не позволяла использовать божественное чувство. Здесь по-прежнему не было никаких следов Хань Ли и остальных, даже малейших аномальных энергетических колебаний, и казалось невозможным определить, куда они сбежали. Глава 745. Последняя битва.
Зрачки Инсю слегка сузились, когда он взмахнул рукавом, выпуская в воздух пятнышко черного света, которое быстро увеличивалось в размерах, что было заметно даже невооруженным глазом, образуя черное зеркало, которое непрерывно вращалось, испуская во все стороны вспышки странного черного света. В окружающем пространстве вслед за черным светом появилась серия проекций, которые либо шли, либо летали вокруг, по-видимому, принадлежа людям, которые ранее проходили через эту точку. Некоторые из этих прогнозов были довольно точными, а другие — очень расплывчатыми. Среди всех проекций особенно отчетливо выделялись те, что принадлежали Хань Ли и остальным, и они летели по одной из дорожек впереди. За ними. Инсюй и Гуй Му немедленно отправились в том направлении. Глубоко внутри Черного дворца Хань Ли и остальные бежали по, казалось бы, бесконечным коридорам, палатам и беседкам, которые выглядели так, будто принадлежали императорскому городу. Они не решались взлететь слишком высоко, поэтому могли только проноситься между зданиями у самой земли. По мере их продвижения вперед свет становился все тусклее и тусклее, и в воздухе начали появляться клубы черного тумана. Все, что находилось дальше, чем в 300-400 футах, было размытым и неясным, а божественное чувство также было сильно ограничено. С зрением Лиса-3 и остальных видимость составляла чуть больше 1000 футов, и даже с адскими дьявольскими глазами Хань Ли он мог видеть только на расстоянии около 3000 футов. Кроме того, в воздухе ощущалось какое-то огромное пространственное давление, которого было недостаточно, чтобы навредить Хань Ли и остальным, но оно значительно замедляло их. Что это за место, черт возьми? Почему здесь так странно? «Ты что-нибудь обнаружила, товарищ Даос плачущая душа?» — спросил Лис-3. «Нет, я тоже здесь впервые», — ответила плачущая душа, покачав головой. «Тот факт, что сражения запрещены, очень нам на руку». «Как насчет того, чтобы дать здесь последний бой?» — предложил Лис-3. «Мы не можем этого сделать. Даже если такое правило существует, эти двое могут не следовать ему, если дело дойдет до битвы не на жизнь, а на смерть, так что было бы слишком рискованно рассчитывать на это. Даже если мы собираемся дать последний бой, мы должны убедиться, что это произойдет в месте, которое даст нам определенное преимущество». Сразу же сказал Ши Чуань-кун, и Лис-3 кивнул в ответ. Внезапно на лице Хань Ли появилось странное выражение, и он заметил, планировка окружающего дворца довольно сложная, почти как какой-то массив. Возможно, это как-то связано с пространственным давлением в воздухе. Расположение окружающих зданий не казалось чем-то примечательным, но на самом деле в нем прослеживался некий порядок. Кроме того, на всех этих зданиях было выгравировано множество рун, и они, казалось, были как-то связаны между собой. «Вы правы». Кивнув, согласился Бай Ли Янь. «Это место, похоже, очень важное, поэтому довольно странно, что здесь совсем нет охраны». Внезапно на лице плачущей души появилось встревоженное выражение, и она воскликнула: «Гуйму и Инсюй догоняют нас». Услышав это, все сразу же ускорились, но их уровень развития был намного ниже, чем у Гуйму и Инсюй, а пространственное давление в воздухе, конечно, не шло им на пользу, поэтому разрыв между ними быстро сокращался. Впереди есть проход, ведущий под землю, и внутри царит странная атмосфера. «Стоит ли нам войти?» — внезапно спросил Хань Ли, повернувшись в определенном направлении. «Возможно, у нас не будет выбора», — мрачно ответил Ши Чуань-кун. «Конечно, что бы там ни было внутри, это не может принести больше проблем, чем те двое, что гонятся за нами». Усмехнулся Лис-3. «Действительно. В таком случае мы можем войти и посмотреть. В любом случае мы умрем, и это может быть нашим единственным шансом на выживание», — согласился Бай Ли Янь. Что касается плачущей души, то она, естественно, была рада последовать примеру Хань Ли. «Пойдем со мной», — сказал Хань Ли, слегка отклонившись влево. Все сразу же последовали за ним, и они подошли к искусственной горе высотой в несколько тысяч футов, у подножия которой находилась пещера высотой от 30 до 40 футов. Стены пещеры были белыми и излучали слабый свет, который освещал ее изнутри. Внутри пещеры был длинный коридор, который, судя по всему, вел под землю. Хань Ли и остальные почувствовали жар и слегка едкий сернистый запах. Группа без колебаний сразу же полетела в коридор и только успела исчезнуть в нем, как у входа появились Гуйму и Инсюй. Откуда они узнали, что нужно идти туда? Может быть, они знают секреты этого места. Но это невозможно, даже Юлу никогда не разрешали посещать это место, проворчал Гуйму, нахмурив брови. «Хватит болтать, нам нужно войти и схватить их прямо сейчас». Холодно проворчал Инсюй, влетая в туннель. В глазах Гуйму промелькнула злость, но он быстро взял себя в руки, глубоко вздохнул и последовал за Инсюем. Тем временем Хань Ли и остальные продвигались вперед так быстро, как только могли. В туннеле не было ответвлений и очень мало поворотов,
и чем глубже они продвигались, тем светлее становилось, так что они могли идти очень быстро. Однако это означало лишь то, что преследователям будет легче их поймать, так что никого из них это не особо воодушевляло. Внезапно выражение лиц всех присутствующих слегка изменилось, и они резко остановились. Туннель впереди внезапно расширился и превратился в гигантское квадратное пространство, похожее на огромный зал размером от 300 до 400 футов. Это был также конец туннеля, и в самой глубокой точке зала находились плотно закрытые каменные ворота. Пространственное давление в этой области также возросло до беспрецедентного уровня, а каменные ворота были испещрены всевозможными узорами, которые излучали свет разных цветов и мощные колебания ауры. Было ясно, что все эти ограничения были чрезвычайно мощными, и самым заметным из них был серебристый свет, который образовал барьер над каменными воротами. Серебристый световой барьер непрерывно мерцал, представляя собой великолепное зрелище. Другие стены зала также были испещрены подобными узорами, которые были связаны с ограничениями на каменных воротах, образуя довольно необычное ограничение. Все на мгновение огляделись, и до них начало доходить, что они загнаны в угол. Лис-3 стиснул зубы и взмахнул рукавом, выпустив коническое белое бессмертное сокровище длиной около фута. Судя по его ауре, это было бессмертное сокровище как минимум 7-го уровня, и по всей его длине вспыхивали дуги белых молний, когда он превратился в размытую белую тень, устремившуюся прямо к каменным воротам. Прямо перед тем, как он должен был соприкоснуться с каменными воротами, Лис-3 сложил руки в печать, и раздался оглушительный раскат грома, а затем появилось сияющее белое солнце, которое яростно взорвалось. Бесчисленные раскаленные белые молнии вспыхнули во всех направлениях, полностью залив каменные ворота ослепительным белым сиянием. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда в его глазах вспыхнул фиолетовый свет, а ослепительно-белый быстро померк, обнажив коническое белое бессмертное сокровище, которое ударилось о каменные ворота, но с легкостью преодолело все ограничения. Выражения лиц у всех снова изменились, когда они увидели это. Все они были свидетелями силы бессмертного сокровища, но оно даже не оставило ни малейшего следа на каменных воротах. Простите, что втянули вас в эту заварушку, ребята. Похоже, у нас большие проблемы. Сказал Хань Ли с кривой улыбкой. Тебе ни за что извиняться, товарищ Даосли. Мы все сделали выбор и пришли в это место, так что мы должны вместе нести ответственность за последствия. В любом случае, если мы продолжим убегать, это ни к чему нас не приведет, и это противостояние всегда было неизбежным, так что давайте дадим последний бой. Сказал Лис-3 со слабой улыбкой, когда коническое белое бессмертное сокровище по его приказу вернулось к нему. Я согласен. Эти люди не осмелились бы сражаться здесь в полную силу, но у нас нет таких сомнений, так что наша судьба еще не предрешена. С улыбкой добавил Байли Янь. Плачущая душа хранила молчание, но твердо стояла рядом с Хань Ли, ясно выражая свою позицию. В отличие от остальных, Ши Чуанькун не стоял вместе со всеми. Вместо этого он подлетел к каменным воротам и сложил печать, чтобы призвать старинное золотое зеркало, которое направило на ворота луч серебристого света. Ограничения на каменных вратах тут же начали колебаться, и, в частности, барьер из серебристого света непрерывно дрожал. «Брат Даос-Ши, у тебя есть способ снять эти ограничения?» — с восторженным выражением лица спросил Байли Янь, увидев это. «Ограничения здесь очень строгие, поэтому я не могу ничего гарантировать. Мне понадобится некоторое время, чтобы тщательно их изучить». Уклончиво ответил Ши Чуаньку. «Хорошо, тогда у тебя будет столько времени, сколько понадобится, брат Ши, а я сделаю все возможное, чтобы задержать наших преследователей», — пообещал Лис-3. Ши Чуанькун кивнул в ответ, а затем полностью сосредоточился на ограничениях, наложенных на каменные ворота. Хань Ли бросил взгляд на Ши Чуанькуна, а затем быстро отвернулся и посмотрел на вход в туннель. «Вот они», — тихо сказала плачущая душа, и в следующее мгновение из туннеля вышли Гуйму и Инь-Сюй. «Вы, конечно, довольно быстро сбежали, для кучки оборванцев», — холодно усмехнулся Инь-Сюй. На лице Гуйму тоже появилась холодная усмешка, и он начал: «Я предлагаю вам прилечь». Прежде чем он успел закончить, коническое бессмертное сокровище Лиса-3 устремилось прямо на него под раскат грома. «Если ты хочешь подраться, то прекрати болтать». Друзья, эти главы, когда каждый следующий шаг к спасению лишь теснее захлопывает ловушку. Коридор кармического огня выжигает последние резервы. Зловещая Ци атакует не тело, она разрушает саму личность, и лишь красная бусина плачущей души удерживает сознание Хан Ли от распада, служа якорем там, где духовные техники уже бессильны.
Связь с Могуаном обрывается. Группа выходит из коридора с ресурсами на нуле и вынуждена идти на отчаянный шаг — устроить засаду на детей адского племени ради крупиц информации. Спасение находится там, где всем вход запрещен. Черная сабля Хань Ли взламывает барьер закрытой зоной, и здесь рождается парадоксальная защита. Преследователи Гуйму и старейшина Инсю настолько боятся гнева регионального монарха, что вынуждены скрывать само это проникновение, не смея поднять тревогу. Враги загнаны в тот же капкан, что и беглецы. Но колоссальное пространственное давление внутри дворца превращает укрытие в западню, и путь закрывают массивные каменные ворота с серебряной печатью. Даже бессмертное сокровище Лисатри отскакивает от нее без следа. Бежать некуда, и Лисатри бросается в самоубийственную атаку. Но здесь стоит задуматься о другом. Такие печати не ставят без причины. Возможно, главная угроза сейчас вовсе не враги за спиной, а то древнее зло, что терпеливо ждет своего часа по ту сторону врат. Готовлю продолжение.